К закупке автомобилей роскошные машины за государственный счет. Очередной коррупционный скандал в Узбекистане. Государственные структуры закупали служебные автомобили по завышенным ценам. В ходе расследования выяснилось, что суммы контрактов превышали рыночные на 30–50%. Министерства и ведомства заключали сделки с частными компаниями, которые оказывались связанными с родственниками высокопоставленных чиновников. В результате бюджет страны потерял десятки миллионов долларов. Проверка показала, что многие компании, выигравшие тендеры, были зарегистрированы всего за несколько месяцев до заключения контрактов. Еще одна деталь: среди закупленных машин значились элитные внедорожники и автомобили премиум-класса, явно не предназначенные для служебного пользования. Когда журналисты начали расследовать эту тему, чиновники избегали комментариев, а затем заявили, что закупки якобы соответствуют рыночным условиям. Однако независимые аналитики провели собственное исследование и выяснили, что цены на десятки процентов превышали рыночные. Некоторые автомобили закупались почти в 2 раза дороже, чем их реальная стоимость в дилерских центрах. Как работала схема? Ведомства объявляли тендеры на закупку автомобилей. В них участвовали компании-прокладки, созданные за короткое время до конкурса. Эти компании устанавливали искусственно завышенные цены, зная, что выиграют тендер без конкуренции. После получения средств часть денег возвращалась чиновникам в виде откатов. Документы, которые попали в руки журналистов, доказывают, что некоторые автомобили были приобретены у посредников, а не напрямую у производителей. Это позволило накрутить цену и скрыть истинных выгодополучателей схемы. В результате на тендерах были освоены миллионы долларов, которые могли бы пойти на реальные нужды государства. Есть ли реальные последствия? После массового резонанса Генеральная прокуратура объявила о начале проверок. Однако общественность скептически настроена, подобные расследования редко доводятся до конца. Пока что задержаны только несколько посредников, но не те, кто стоял за схемой на самом высоком уровне. Политические обозреватели считают, что расследование может быть свернуто, если оно затронет ключевых людей во власти. Но давление со стороны гражданского общества растет. В социальных сетях активно обсуждается вопрос, почему народ должен платить за роскошь чиновников. Какие машины закупались? В списке обнаружены элитные внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus. Есть данные о закупке Mercedes-Class и BMW X7 для отдельных госведомств. Некоторые министерства заказали люксовые модели Cadillac и Audi. Очевидно, что такие автомобили не предназначены для служебного использования, особенно в условиях экономического кризиса. Будут ли аресты? На данный момент никто из высокопоставленных чиновников не привлечен к ответственности. Власти делают заявления о жесткой борьбе с коррупцией, но пока расследования затрагивают только исполнителей, а не организаторов схемы. СМИ продолжают давить на тему. Некоторые депутаты уже предложили открытые слушания по закупкам, но пока это остается на уровне инициатив. Почему это важно? Скандал с завышенными ценами на автомобили — лишь часть массовой коррупционной системы, работающей в стране. Если власти не предпримут реальных шагов, подобные схемы будут развиваться и дальше, а бюджетные деньги продолжат исчезать. Коррупция в строительстве и энергетике, теневые сделки на миллионы долларов. В Узбекистане разгорается очередной коррупционный скандал, связанный с махинациями в госконтрактах. В центре внимания оказались строительство дорог, жилых комплексов и энергетические проекты, на которые были выделены миллионы долларов. Расследование показало, что ряд крупных строительных компаний, приближенных к властям, систематически завышали сметы. В документах отражались работы, которых в реальности никто не выполнял.
ситуация с государственными подрядчиками выходит из-под контроля. Чиновники подписывали договоры с фирмами, зарегистрированными всего за несколько месяцев до получения многомиллионных контрактов. В некоторых случаях компании даже не имели лицензий на выполнение строительных работ. Несмотря на это, они выигрывали тендеры, а бюджетные деньги уходили в неизвестном направлении. Самый громкий случай связан с программой строительства жилых комплексов в Ташкенте. Выяснилось, что некоторые объекты существовали только на бумаге. Деньги выделялись, но строительство так и не начиналось. По официальным данным, ущерб от фиктивных контрактов в строительной сфере превысил $20 миллионов. Однако эксперты уверены, что реальная сумма намного больше. В энергетическом секторе ситуация не менее тревожная. Государственные структуры подписывали убыточные контракты с иностранными подрядчиками, которые фактически не выполняли поставок оборудования. Документы показывают, что ТЭС в Самаркандской области получила оплату за модернизацию, но оборудование так и не было доставлено. Виновные чиновники пытаются оправдаться логистическими проблемами. Дополнительная проверка выявила, что закупка оборудования проводилась через фирмы прокладки, зарегистрированные в Турции и ЕЭ. Деньги уходили на счета фиктивных компаний, после чего переводились в офшоры. Министерство энергетики оказалось в центре расследования. Установлено, что ключевые фигуры в тендерах имели прямые связи с поставщиками, что указывает на коррупционные схемы. Несколько высокопоставленных сотрудников уже задержаны, но расследование продолжается. Ожидается, что в ближайшее время могут последовать новые аресты. Однако в стране растет беспокойство по поводу реальной воли властей к борьбе с коррупцией. Пока арестовывают исполнителей схем, но их кураторы остаются на свободе. По данным независимых аналитиков, в теневых схемах участвовали не только чиновники, но и крупные бизнесмены, приближенные к власти. Они использовали фиктивные тендеры и завышенные сметы, чтобы направлять деньги в частные счета. Журналисты выяснили, что часть украденных средств была инвестирована в недвижимость за границей. В основном в Дубае и Лондоне, где коррупционеры приобретали элитные квартиры и виллы. Эта информация вызвала сильное негодование среди населения. В соцсетях активно обсуждается вопрос, почему государственные деньги тратятся не на улучшение инфраструктуры страны, а на роскошную жизнь чиновников за рубежом. Генеральная прокуратура заявила, что берет дело под контроль. Официальные лица утверждают, что наказание неизбежно, но многие эксперты сомневаются, что расследование дойдет до самых высоких уровней. На данный момент изъяты документы и счета подозреваемых, но пока нет четких данных о том, кто именно будет привлечен к ответственности. Если дело продолжит расследовать в полном объеме, последствия могут затронуть ключевых людей в правительстве. Однако политическая воля к таким радикальным мерам остается под вопросом. Общественность требует прозрачности. Люди хотят видеть реальные наказания, а не показательные аресты. Угроза журналистам и схема вывода денег в офшоры. Раскрытие коррупционных схем в Узбекистане привело к новой волне давления на независимые СМИ. В последние дни сразу несколько журналистов столкнулись с преследованиями, допросами и блокировкой их расследований. Известно о как минимум 3 пропавших журналистах, которые занимались расследованием махинаций в госзакупках и энергетическом секторе. Их телефоны отключены, родственники подали заявление о пропаже. По словам коллег, за ними несколько дней следили неизвестные, а затем они исчезли. Официальных комментариев от властей по этому поводу нет. Давление на прессу и зачистка информации. Несколько независимых СМИ столкнулись с блокировкой своих сайтов после публикации расследований. Журналисты, писавшие о коррупции, получают угрозы и предупреждения от неизвестных лиц.
Правозащитные организации фиксируют рост давления на прессу в Узбекистане. Некоторые журналисты уже покинули страну, опасаясь арестов. Те, кто остался, вынуждены самоцензурировать свои расследования, чтобы избежать преследования. Одновременно с этим в стране наблюдаются проблемы с интернетом. В последние недели перебои с VPN-сервисами и блокировка новостных порталов стали повседневной реальностью. Офшорные схемы и исчезнувшие миллионы. Параллельно с давлением на журналистов продолжается расследование махинаций с выводом государственных средств в офшоры. Экономисты выяснили, что через теневые схемы были переведены миллионы долларов в зарубежные юрисдикции, в основном в Турцию и Кипр. Один из крупнейших скандалов связан с контрактами на 50 миллионов долларов, которые подписывались с фиктивными фирмами, существовавшими всего несколько месяцев. Документы показывают, что компании, получившие эти контракты, не оказывали никаких реальных услуг. Они просто исчезали после перевода денег. Часть средств осела на счетах офшорных компаний, зарегистрированных в Дубае и Никосии. По мнению расследователей, владельцы этих компаний связаны с высокопоставленными чиновниками Узбекистана. Что говорят власти? Официальные структуры отказываются комментировать исчезновение журналистов. Дело об офшорных схемах пока не передано в суд, расследование продолжается. Международные правозащитные организации требуют немедленного расследования давления на СМИ. Власти Узбекистана пока не дают четких ответов на обвинения. Какие могут быть последствия? Этот скандал уже привлек внимание зарубежных аналитиков и международных организаций. Если давление на СМИ продолжится, это может привести к новым санкциям против узбекских чиновников. Кроме того, потеря миллионов долларов через офшоры подрывает экономику страны, снижая доверие к властям. Но главный вопрос остается открытым: будет ли кто-то реально наказан? Пока никто из ключевых фигур коррупционных схем не привлечен к ответственности.